Давайте за интеллигенцию поговорим. Но только так аккуратненько поговорим, а не как по Довлатову бывает напьетесь, и все, ипостась. Ипостась – это такая литературная цитата. Если никто не понял, кроме шуток, в том числе литературных, Владимир Путин вчера много чего сказал, много к кому обратился. Все его ясно расслышали, а радиостанция «Эхо Москвы» сегодня провела опрос. И 89% слушателей, принявших участие в утреннем телефонном опросе, приняли на свой счет слова Путина о национал-предателях и пятой колонне. Это какой-то удивительный момент, чтобы не сказать приговор. Ну и вопрос программы, вопрос к вам будет несколько шире. Не о пятой колонии, но о тех, кого к ней уже привычно причисляют. Так я сформулировала вопрос программы. Нужна ли стране интеллигенция и зачем? Как считаете вы? Я пригласила в студию телекритика Юрия Богомолова. Человека, безусловно, интеллигентного. Я думаю, ему тоже будет интересно ознакомиться с вашими ответами. Я прошу его их прокомментировать. А присылать их можно до конца этого часа. В Твиттере не забывайте хэштег МАКЕЕВА. Начитанные люди, понимающие, что происходило в стране последние лет эдак 100, заслышав про пятую колонну, сразу понимают, о ком речь, и даже расшифровки про национал-предателей, ключевое слово «предатели» ни к чему. И письма с подписями за все хорошее против всего плохого уже были, и борьба с космополитизмом, то есть, пардон, с национал-предательством и прочая охота на ведьм. Но какая бы ни была конъюнктура сегодняшнего дня, четко обозначенная лидером, переживающим невиданный всплеск популярности, у вас ведь может быть на этот счет и собственное мнение какое-то другое. Или проще его не иметь, но это как считается нужным. У людей, собравшихся сегодня в библиотеке иностранной литературы на Конгресс российской интеллигенции против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма, так это было заявлено, у них определенно есть свое мнение, и главное, они продолжают настойчиво его высказывать. Казалось бы, зачем? Кому это вообще нужно? Помните, как в фильме «Тот самый Мюнхгаузен»? Ну что же, если лишний день весны никому не нужен, тогда... Мой коллега Дмитрий Ловский отправился на Конгресс, чтобы понять, зачем и с каким настроением собрались там его участники, для кого и ради чего. Одна из главных трагедий, которая произошла в связи с крымскими событиями, помимо аннексии Крыма как такового, это то, что наконец удалось расколоть российское общество, которое до этого очень успешно сопротивлялось. Например, эти нацпредатели. Кто это такие, как вы думаете? Ну, это мы, наверное. Наверное, это мы. Понимаете, к сожалению, мне не хочется это повторять. Это как-то стыдно даже повторять. Но сегодняшняя ситуация в зоне распространения идеологии, она, к сожалению, невероятно копирует историю Третьего Рейха, его начала. Копия, просто как будто они общую школу проходили. Ну, в сущности, это и есть общая школа диктаторства. Она действительно одна. Это ужасно неприятно даже произносить вслух, но это так, к сожалению. Путина смотрели? Да то-то ж, слава богу, нет. И главное, я не видела, как Дума бесновалась. Вот это я все уже, мне рассказали муж и друзья. Слава богу, я с 12 до 10 работала вчера. И у меня был и спектакли там. В общем, я работала и этого ужаса не видела. Там говорили про вот нацпредателей. Кто это такие, как вы думаете? Национальные предатели. Новый термин от Владимира Путина. Не знаю, это что-то жуткое, страшное, когда назначают врагами. Началось. Как только появляется такой термин, его можно обращать на кого угодно. Мне представляется, что самое главное сейчас для людей прогрессивно мыслящие не повторять эти термины, не примеривать их на себя. Я уже вижу, что, к сожалению, что самое страшное происходит, что эта логика становится всеобщей. И, например, приглашают на какие-то передачи и тут же начинают шутить на эту тему, что тут у нас с вами вот собрались подлинные там, враги народа и так далее. А это означает, что мы принимаем эту логику. А ее нельзя принимать. Она антигуманная, она абсолютно порочная. Это то, что действительно дестабилизирует всю страну и грозит большими катастрофами. Я лет на 10 старше нашего президента, и поэтому историческая память у меня немного больше. Значит, если он не в состоянии понять опасности таких высказываний, то это печально.
время сжимается. Сегодня историческое время, оно стремительно идет. Поэтому возвращаться в Советский Союз надо помнить, чем кончилось это. Немножко встряхнемся от среднерусской нашей тоски вечной к вопросу о том, что вчера сказал Путин, кто, как его услышал и как слушал. Посмотрим прямо сейчас американское телевидение, вот прямо сейчас. Слова Путина хорошо расслышали за океаном. Несколько часов назад, когда завершался День в Америке, все авторские телевизионные шоу буквально дымились от слов российского президента, как освещали триумф Путина, ведущие авторских программ на ведущих американских телеканалах. Коротко давайте посмотрим. А после рекламы киновед Юрий Богомолов, киновед и телекритик в студии нашего канала, и на связи из США писатель Александр Генис, которого, кстати, в свое время вымыла из страны прежняя волна борьбы с нацпредателями в том числе. It's clear Putin is going to do exactly what he wants to do, and that includes taking over weak countries. He well understands the Western democracies are weak themselves, debt-ridden, and selfish. Therefore, we can expect the following unintended consequences. A, North Korea most likely get more aggressive toward South Korea. Last weekend, they fired missiles in a provocative way. B, the Syrian butcher Assad will most likely regain control of that country, and another bloodbath will ensue. C, China will most likely seize a small island chain currently governed by Japan. And worst of all, Iran will most likely ramp up its nuclear weapons activity, knowing that Putin will no longer embrace sanctions once the West starts to sanction him. On the sunny side, though, this does mean that there is plenty of room to escalate sanctions, right? If the European Union and the United States do want to make the sanctions hurt more, if they really do want them to hurt enough to dissuade Russia from the course that it's on in Crimea and eastern Ukraine, there's a lot more that they can do. There's room to move. They could add more people to the list. The European list right now is 21 people. The American list is 11 people. There are 4 people who are on both lists who they overlap. They're sanctioned by both the European Union and the U.S. So those lists could expand. There could start to be more overlap between those 2 lists, which would make things harder for the people that are on them. It would also not be unprecedented to expand the sanctions list by adding not just those individuals or more individuals, but also their entire families. That has been done before. It not only makes the sanctions wider ranging, it also stops one of the easiest ways that people can use their own family members to evade those personal sanctions. President Obama also announced today that he signed an executive order giving himself the authorization to sanction businesses. Specifically, he mentioned people involved in the Russian arms trade. Crimea, signed, sealed, and delivered to Russia. The West refuses to recognize the new borders that President Putin has drawn, but he seems to be playing for his place in history. So the tension is clear, and the danger was mounting even as Russia's rubber-stamped parliament applauded and gave standing ovations to Putin and Crimea's new leaders. As the signs on Crimea's parliament were being changed, shooting erupted at a military base near the capital Simferopol. One Ukrainian officer was killed and another was wounded. And now, for the first time, the new interim Ukrainian government has authorized its soldiers to use their weapons. So could these be the first sparks to light a wider Ukrainian fire? President Obama today called for a meeting with the 7 members of the G8, the old G7, of course with the notable exception of Russia, to discuss the Ukrainian crisis. That meeting will take place in Amsterdam next week. And Vice President Biden landed in Poland on a trip meant to show solidarity with Russia's Eastern European neighbors. The sanctions announced yesterday were met by some in Russia with mockery. The deputy prime minister sarcastically tweeted, quote, "I think some prankster prepared the draft of this act of the U.S. president." Remember the Cold War. The Cold War was not just some little thing. Other right? countries chose to side with the other side. We don't have other countries siding with Russia, really. 2 philosophical systems, right. 2 huge arsenals of nuclear weapons pointed at each other. I mean, the Cold War was a whole different thing from what we have now. Russia clearly sees itself as an adversary, sees itself as a rival in some ways. I wouldn't go quite so far as enemy. There are common interests that Russia has with the West, and I wouldn't say that the Cold War has reignited.